Всем привет! Сегодня у меня для вас есть отличный видеообзор одной очень крутой децентрализованной криптоплатформы, основанной еще в далеком 2018 году Микаэлем Олафсоном в Лондоне под названием Payru. Скажу сразу, что главная цель данной платформы заключается в предоставлении простого и частного доступа как к криптовалютам, так и к NFT в нескольких блокчейнах. Именно поэтому Payru основан на 3 бизнес-направлениях, а именно Payru Wallet, Payru Finance и Payru NFT Marketplace, о которых более подробно я сейчас вам и расскажу. И начну я, конечно же, с Payru Wallet, мультицепочечного кошелька, который одновременно поддерживает сразу 4 блокчейн-сети, а именно Binance Smart Chain, Ethereum, Polygon и Phantom, что, согласитесь, очень здорово, так как благодаря изобилию большого количества цифровых активов для современного пользователя криптовалют крайне важно иметь быстрый и удобный доступ ко всем своим токенам, на каком бы они блокчейне не были созданы. При этом, как видите, помимо обычного хранения монет, в самом кошельке Payru вам доступен ряд еще и других функций, а именно переводы, свопы, стейкинг и даже коллекционирование NFT. Более того, с Payru Wallet вы самостоятельно контролируете свои личные ключи и имеете быстрый и легкий доступ к передаче и обмену между несколькими блокчейнами и много других функций управления своими токенами прямо со своего мобильного устройства, что, согласитесь, для современного человека очень удобно. Кстати, надеюсь, вы уже успели обратить свое внимание на то, что скачать Payru Wallet вы легко можете на свой смартфон, независимо от того, представлен ли он на iOS или же Android-системе. Если же говорить о другом бизнес-направлении Payru Finance, то именно это веб-приложение берет на себя часть децентрализованных функций, позволяя вам использовать вовсю обмен токенами, причем на разных блокчейн-цепочках, а также осуществлять стейкинг и добычу ликвидности, опять-таки в нескольких блокчейнах, что, как по мне, очень удобно. Но и это еще не все, ведь если вы помните, помимо уже озвученных мной направлений, Payru имеет еще и свой NFT Marketplace, работающий в сети Polygon Matic, подключить который вы легко можете через свой MetaMask. Стоит отметить, что сама NFT-платформа уже имеет небольшой ряд NFT, которые будут добавляться по мере популярности Payru NFT Marketplace, тем более что ранжировать их можно будет сразу по нескольким категориям, а именно фотография, музыка, спорт, искусство, коллекционные предметы и мемы. Так что если у вас есть что-то, что может стать уникальным NFT, то загрузить это вы можете всего в несколько шагов, придумав имя и описание своему NFT, загрузив сам объект и указать его потенциальную цену. Однако не стоит забывать, что прежде чем создать свой NFT, обязательно войдите в систему, подключив к ней свой кошелек. С этим, я думаю, мы разобрались, поэтому предлагаю перейти нам к следующему, не менее важному элементу во всей этой экосистеме нескольких приложений Payru, то есть к собственному токену Propel, который создан на базе блокчейна BSC с общим количеством 8 миллиардов единиц. При этом, как видите, данный токен уже котируется на 2 самых популярных информационных порталах, а именно CoinMarketCap и CoinGecko, где в легкой и доступной для себя форме мы можем получить по токену всю сопутствующую аналитику, включая его текущую цену, объем торгов и рыночную капитализацию. При этом, если взглянуть на раздел «Рынки», то мы увидим, что торгуется Propel еще и на нескольких биржах одновременно, среди которых есть как PancakeSwap, Bitmart и SushiSwap, что, согласитесь, не может не радовать. И да, чуть не забыла вам сказать, несмотря на то, что изначально Propel создан на BSC, он все же доступен еще и как токен через мосты между Polygon, так и Phantom. В завершении же своего видеообзора предлагаю немного подытожить информацию о всей экосистеме Payru, который, как вы уже поняли, стремится всеми силами создать удобные и простые в использовании услуги и продукты, с помощью которых вы сможете не только напрямую управлять своими криптоактивами, но и пользовательской страницей, а также многими будущими компонентами, то есть новыми контрактами на стейкинг, майнингом ликвидности, аналитикой, стейкингом и трейдингом NFT, интеграцией Payru чатом и так далее. Одним словом, впереди нас Payru ждет еще много чего интересного. Поэтому обязательно переходите по указанным ссылкам и знакомьтесь с проектом более детально, уже и самостоятельно. Тем более, что за проектом стоит команда из специалистов своего дела, занимающихся не только разработкой, но и менеджментом, финансами, технологиями и маркетингом. Поэтому у команды проекта есть четкий план и цели, как им двигаться дальше.
и как принести своими продуктами и услугами еще больше пользы, чему лично я очень рада. Что ж, на этом, пожалуй, у меня все. Как всегда, благодарю вас за внимание и прощаюсь с вами до своего следующего видеообзора, который выйдет на моем канале уже совсем скоро. Поэтому обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал, ведь, как говорится, вам не сложно, а мне приятно.